Всем привет! Вы на канале Татьяна Мединцева Вязание, и в этом видео я вам предлагаю вместе со мной связать вот такую вот прекрасную лошадку. Ее длина 40 сантиметров. Эта игрушка цельновязная, пришивать вообще ничего не нужно будет. Нужно будет вывязать только гриву и хвостик, но пришивать ничего не нужно. То есть мы и ножки ввязываем по ходу вязания, и ушки. Поэтому я не могу, конечно, сказать, что эта игрушка для новичков. То есть здесь будут моменты сложные, но я, как обычно, постараюсь объяснить вам все максимально ясно и понятно. И думаю, что каждый сможет справиться с этой игрушкой. Если очень захотите, то все получится. Поэтому главное, не расстраивайтесь, если что-то не получается. Пробуйте, и все будет хорошо. Если возникнут какие-то вопросы, сложности, то можете написать в комментарии, я постараюсь вам помочь. Если вам нужна схема в PDF формате на любые мои игрушки, их можно будет приобрести в моем магазине Etsy, либо в Instagram, написав мне в директ. Ссылочки все найдете в описании под видео. Я, как всегда, желаю вам прекрасного творческого настроения, и давайте начинать. Для вязания нам понадобится пряжа Himalaya Dolphin Baby. Я вязала, вот буду рассказывать на примере вот этой вот розовой лошадки. Мне понадобилось 2 мотка основного цвета, то есть розового. Это номер 303. 2 мотка. У меня во втором мотке осталось 15 грамм. То есть, грубо говоря, можно сказать 185 грамм основного цвета. И практически моточек дополнительного, это у нас грива, хвостик и копыта. Тоже осталось где-то 15-16 грамм. Я говорю моток, потому что разная плотность вязания. 85 грамм у меня ушло. Нам понадобится нитка такая, либо Ярнард Лили, либо Ярнард Джинс, плотная для вышивания глазок. Крючок номер 4. Иголка обычная, ножнички, маркер и холофайбер. 165 грамм у меня ушло на эту игрушку. Начинаем вязать ножки. Видео для начинающих я, как обычно, прикреплю в правом верхнем углу в подсказках. Кто вообще не умеет вязать, посмотрите это видео, там я все подробно рассказываю и показываю. И уже после этого видео приступайте к вязанию этой лошадки. Я думаю, у вас все получится, потому что там я очень все подробно рассказала, показала. То есть, если вы освоите эти азы, так сказать, то сможете связать вот такую вот игрушку. Так, начинаем белой пряжей. Сейчас мы будем вязать лошадку розового цвета. И белые будут копытца, грива и хвостик. Поэтому начинаем с копыт. Делаем петельку. 2 воздушные петли, и в первую набираем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Во втором ряду делаем 7 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем, и в конце ряда будет 14 столбиков без накида. Можете поставить маркер, чтобы себя проверить. Так, вот 1 прибавка, 2. Так, это уже 3, 4, 5, 6 и 7.
третьем ряду вяжем 14 прибавок. Тоже в каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. И в конце ряда будет 28 столбиков без накида. Провязали. Делаем соединительный столбик в следующую петельку и ниточку обрезаем. Вытягиваем, затягиваем, я ее еще на эту сторону протягиваю. Вот такая вот красота получилась. Сейчас вторую часть вяжем точно так же. Вот все один в один, только ниточку в конце не обрезаем, соединительный столбик не делаем, будем вязать дальше. Это я провязала. Дальше мы берем изнаночной части к изнаночной части. То есть вот у нас изнанка, мы их друг к другу приложили. И будем провязывать просто столбиками без накида вместе две эти части. Это у нас вот эта вот часть ноги, чтобы она была более плотнее. Мы так делаем. Так, заходим в следующую петельку в нашей первой части. Ну, не в первой, в ту, которую мы сейчас вяжем. И в эту, которую мы связали раньше. И просто провязываем столбик без накида. 1. Видите? Дальше в следующую петельку мы заходим насквозь и в одну и во вторую часть провязываем второй столбик без накида. Дальше третий. Петельки не пропускайте. Всего нам нужно провязать 28 столбиков без накида по кругу. Ниточки вот эти вот все прячем вовнутрь и просто провязываем. Мы уже 3 столбика без накида провязали вместе. Вяжем дальше. 4, 5, 6, 7, 8. Вот я провязала. Это у нас был 4-й ряд, где мы провязали эти две части вместе. Теперь в 5-м ряду провязываем 28 столбиков без накида, но только за заднюю стеночку. Вот у нас в петельке есть две стеночки, задняя, которая дальше от нас, и передняя, которая ближе к нам. Мы всегда вяжем, заходя полностью в петельку под обе стеночки, и под переднюю, и под заднюю. Сейчас нам целый ряд нужно провязать только за заднюю стеночку. Вот я один столбик без накида провяжу, поставлю маркер, вяжу дальше целый ряд только за заднюю стеночку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Вот 27 и 28. Все у нас четко. За заднюю стеночку мы провязали. А теперь 2 ряда, 6 и 7 нам тоже нужно провязать по 28 столбиков без накида в каждом ряду, но уже просто. Мы заходим полностью в петельку, как обычно мы делаем. Тоже ставим маркер, вот первый столбик без накида провязали, поставили маркер и вяжем дальше просто 2 ряда без изменения по 28 столбиков без накида в каждом ряду. Вот я 6 ряд провязала, вязание мы выворачиваем, чтобы у нас вот так вот оно было. И 7 ряд провязываем, тоже 28 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 8 ряд, вяжем 5 столбиков без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 4 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. И делаем убавку. Я убавку делаю за передние стеночки. Видео по убавкам тоже прикреплю в правом верхнем углу в подсказках. Кто хочет посмотреть более подробно, как я это делаю, то переходите на это видео и смотрите. Продолжаем до конца ряда. Вяжем 5 столбиков без накида, 1 убавка. Провязали. А дальше нам нужно с 9 по 24 ряд включительно провязать по 24 столбика без накида в каждом ряду. То есть мы будем просто вязать без изменений в каждую петельку по столбику без накида с 9 по 24 ряд включительно. Но будем вязать это розовым цветом. Для того, чтобы присоединить ниточку другого цвета, я просто захожу в следующую петельку и хватаю ниточку другого цвета, в данном случае розового. Здесь хвостик у нас остается небольшой, просто провязываю столбик без накида. В следующую петельку еще могу провязать столбик без накида. Здесь ниточки подтягиваю и белую, и розовую, завязываю узелок этими ниточками, и белую можно отрезать. Дальше мы вяжем розовым цветом, как я и сказала, с 9 по 24 ряд включительно, в каждую петельку по столбику без накида. Это я провязала. Теперь делаем соединительный столбик в следующую петельку и ниточку обрезаем. Обрезаем, хвостик оставлять не нужно. Вот здесь мы обрежем. Я сейчас не обрезаю. И соединительный столбик не делаю, потому что это у меня уже 4-я нога. Вот у меня провязаны уже 3 ножки. А вам нужно будет их провязать самостоятельно. Так вот, как я только что рассказала. И там вы делаете соединительный столбик, ниточку обрезаете, добавляете наполнитель. И сейчас я покажу, как обвязать вот это вот копытце. Видите? Вот у нас не обвязанная, а вот это вот обвязанная. Поэтому я пока вытяну ниточку, добавлю наполнитель и обвяжем копытце. Много наполнителя не добавляйте, пусть она будет мягенькая. Так, обвязываем белым цветом. Мы в 5-м ряду, помните, вязали целый ряд за заднюю стеночку. Вот у нас видно теперь переднюю стеночку здесь. Видите, такой вот кантик идет, его хорошо видно, под него можно зайти крючком. Вот здесь вот у нас ряд менялся, поэтому, видите, есть
здесь кантик и потом здесь. То есть мы так и будем идти сейчас обвязывать под этот кантик. Сначала просто присоединяем ниточку где угодно. Я вот присоединяю уже здесь на стыке рядов почти. Зашла под петельку, ниточку белого цвета схватила и все так ее и оставила. Мы будем обвязывать целый ряд по 2 столбика без накида в каждую петельку. Ножичку берем вот так. То есть мы будем заходить снизу под кантик. Смотрите только, каким образом мы будем заходить. Мы будем заходить не только под кантик, вот так вот, брать эту петелечку, да, за переднюю стеночку. Мы будем заходить и под эту вот петелечку и брать ряд, который идет дальше. Видите? То есть мы заходим здесь под кантик вот этот вот и на один ряд выше выходим. Хватаем рабочую ниточку и провязываем столбик без накида. Сюда же мы заходим, таким же образом провязываем второй столбик без накида. Дальше идем точно так же. Еще раз показываю. Вот находим следующую петельку и заходим и под кантик этот, видите, вот он. Выходим крючочком, то есть как полностью под петельку мы заходим. Провязываем 2 столбика без накида в эту петельку. Дальше заходим, петельки не пропускаем. Видите, таким образом мы берем. Провязываем по кругу. Тут у нас получается тоже 28 столбиков же без накида. И у нас будет 28 прибавок, грубо говоря. Заходим вот таким вот образом. Вот дошли до этого места, где у нас ряд пошел, видите, чуть-чуть ниже. Точно так же заходим, ничего вообще не делаем дополнительного, заходим, как я уже и показывала. Немножко оно у нас, видите, будет такое, как со ступенечкой, ну это все ничего страшного. И просто вот так вот обвязываем, то есть полностью заходим под эту петельку и выходим здесь. Видите как? И под эту петельку и туда. И провязываем. То есть еще раз, вот у нас этот кантик. Мы зашли сразу вот под него и вышли вот так вот. И провязали столбик без накида. Довязываем до конца самостоятельно. Вот я дошла до первого нашего столбика и просто делаю в него соединительный столбик. Присоединяемся, здесь ниточку обрезаем, вытягиваем. Я вот эту вот ниточку просто сейчас перетяну вот на эту сторону. И этот хвостик тоже перетяну на эту сторону. Завяжу эти ниточки. Видите, у меня тут одна петелька между ними. Завяжу узелок. Нам просто эти ниточки сейчас нужно спрятать вовнутрь, но мы их закрепим узелком. Теперь я еще где-то здесь вот подальше вытяну эти 2 ниточки. Одну и вторую тоже через петельку.
снова завяжу узелок, так, чтобы наверняка. И ниточки спрячу вовнутрь. Вам нужно будет связать вот таким вот образом 4 ножки. И в 4-й не делать соединительный столбик, ниточку не обрезать, потому что мы будем вязать дальше, соединять эти ножки вместе, вязать дальше лошадку. Вот такая вот красота получается. Вы вяжете еще 3 ножки, чтобы всего их было 4. Обвязываете, все делаете то же самое, что я только что показала. И будем вязать дальше.